Привет, физкультурники! Ну что, сегодня мы с вами разбираем тему продолжения нашей работы с центром нашего тела и все, что с этим связано. И сегодня у нас следующая тема, которая связана с нашим бедром. Как оно работает, как оно должно работать и какие ошибки там могут быть. Но перед тем, как мы начнем, как всегда, я Гоша, тренер, специалист с скоростью тяжелой атлетики. Всем, кому эта тема интересна, ставьте лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Итак, друзья, что мы должны понимать насчет нашего бедра? Ничего сложного, все достаточно очень просто. Первое, наше бедро должно быть способно разгибаться и сгибаться. Все. Ничего сложного, ничего сверхъестественного. Просто сгибаться и разгибаться. Второе, что важно знать, при сгибании бедра наше бедро растягивает мышцы задней цепи очень сильно. То есть, если мы умеем правильно и хорошо сгибаться нашим бедром для того, чтобы натягивать наши мышцы заднего бедра, это нам помогает нашим мышцам задней цепи включить в работу больше силы, больше скорости, смотря что мы делаем, какое из упражнений. Окей, включить больше силы, больше скорости для того, чтобы это упражнение было выполнено как можно лучше и качественнее. Окей, все. Две вещи. Сгибание, разгибание и помощь мышцам задней цепи. Это первое, что мы должны знать про наше бедро. Идем дальше, друзья. Второе. И когда мы как тренера проводим какую-то тренировку, и наше бедро задействовано, например, мы делаем, я не знаю, там тот же дедлифт, да, и в нем мы должны следить, как человек работает нашим бедром. То есть в дедлифте есть, когда человек делает старт, он сгибается, то есть он делает сгибание бедра, он наклоняется вниз. У него старт начинается в позиции бедра уже согнутого. То есть это получается, что он делает вот это согнутое бедро. То есть он начинает в старте. Стартовая позиция у него в согнутом бедре. Правильно? Теперь, когда он разгибается, у него есть разгибание. То есть человек выпрямился, бедро полностью разогнулось. Теперь, что главное тут знать, что когда человек делает дедлифт, он должен разогнуться полностью до конца, выпрямить свой таз. То есть, если он дошел до конца, разогнулся, все нормально. Если он в старте сгибается, бедро уходит назад, есть вот это вот движение именно сгибающее, окей, то есть он может увести таз назад, стоять ровно и при этом согнуться. Замечательно, он выполняет свою функцию как надо. Но я бы сказал, дедлифт здесь такой более легкий пример. Давайте возьмем, скажем, снэч. Снэч у нас какие есть движения? То есть у нас есть стартовая позиция, это согнутое бедро. Потом мы уходим наверх, мы должны разогнуть полностью наше бедро, правильно? Потом мы, когда ловим штангу над головой и уходим обратно в сет, у нас есть опять сгибание бедра. И вот здесь очень важно, чтобы люди умели работать со своим бедром, то есть начать с бедра согнутого, выпрямиться, обратно согнуться. Все эти движения должны уметь делать правильно, как надо, уводя таз назад, а не оставаясь ровными, как многие делают, но об этом мы еще поговорим чуть позже. И тогда мы понимаем, что бедро у нашего подопечного работает правильно. То есть мы должны следить за углами бедра. В определенной позиции должен быть определенный угол и не что-либо другое. Окей? Едем дальше. И какие у нас могут быть ошибки при работе с бедром? Рассматриваем. Итак, первая ошибка – это когда бедро не сгибается. То есть, давайте начнем так. Для того, чтобы бедро работало правильно и как надо, нам нужно иметь определенную растяжку. То есть люди должны хотя бы минимально, но как-то растягиваться для того, чтобы у нас и задняя цепь, для того, чтобы у нас мышцы задней цепи были достаточно растянуты, бедро, эмстринг, квадрицепс, все, то есть все мышцы, которые находятся у нас на бедре, все должно быть достаточно хорошо растянуто или хотя бы в какой-то более-менее нормальной растяжке для того, чтобы человек мог им работать как надо. Потому что обычно все вот эти ошибки, которые начинают вылазить, о которых мы сейчас с вами поговорим, они обычно происходят из-за того, что, как я, по крайней мере, успел заметить на своем опыте, в основном потому, что у человека есть какая-то недостаточность в гибкости. То есть, друзья, для того, чтобы нормально работать с нашим бедром, мышцы должны быть, которые нужны в этой области, должны быть достаточно растянуты. Окей? Итак, теперь мы переходим к ошибкам. Первое. Бедро не сгибается достаточно. То есть человек не может согнуться достаточно в бедре. То есть в каком смысле? Имеется в виду вот сделать вот это, то есть согнуть бедро. Да? Обычно такие люди, например, они могут встать кое-как в стартовую позицию, естественно, они могут увести таз назад и согнуть бедро, не проблема. Но когда эта ошибка вылазит, например, возьмем клин или снэч. Когда человек с пола подорвал штангу, и даже не с пола, даже если это хэнг, подорвал штангу, да,
И что происходит дальше? Мы ловим штангу, то есть если это тот же клин, да, или да, тот же снэч, если мы ловим штангу уже либо на плечах, либо над головой. Когда мы ловим штангу, мы должны что сделать? Мы должны уйти тазом назад чуть-чуть и поймать штангу. Есть люди, которые не способны даже вот это чуть-чуть сделать. Что происходит? Люди ловят вот так вот. Наверняка вы это видели, вот в такой позиции. То есть они не сгибают бедро, уходят коленями вперед. Вся нагрузка, весь вес получается на коленях, а не на тазу, где должен быть. Он не распределен правильно между тазом и коленом, более правильно будет сказать, да? То есть это называется, что человек не досгибает бедро. Он не может его согнуть как надо, когда он ловит. Обычно вот эта проблема, она заключается, как я сказал ранее, ух, какой ветруга у нас. Как я сказал ранее, обычно эта проблема заключается из-за того, что человек не в состоянии согнуть, потому что у него плохая растяжка. То есть это надо заниматься, надо человеку развивать вот это вот положение. Он, может быть, не привыкший к этому положению, еще ему надо привыкнуть чуть, но вот это, в общем-то, надо заниматься именно растягиванием бедра в этой позиции, причем с весами, работать, чтобы он мог уходить тазом назад. Это первая проблема. Итак, друзья, второе, это когда бедро не разгибается. Что это означает? То есть, когда человек делает, скажем, тот же клин, да, то есть он сделал клин, и вместо того, чтобы выпрямить полностью и подорвать штангу как надо, он, скажем, останавливается вот тут и отсюда начинает толкать ее там или тянуть руками. Как я сказал раньше, друзья, наше разгибание бедра влияет на мышцы задней цепи. Окей? И если мы их не используем по максимуму, то, естественно, движения будут выходить по тому же максимуму, которому мы его используем. То есть не подорвали как надо штангу, значит уже меньше силы, меньше скорости, штанга вылетает меньше, нам ее сложнее тянуть, нам ее тяжелее поднять, из-за этого веса растут медленнее, потому что, как мы знаем, у мышц также есть память, тело привыкает работать постоянно в одной и той же углах, мы даже не замечаем, что мы не дорабатываем где-то, и поэтому наши веса, как выход от этого, получается, что наши веса растут либо медленнее, либо нам тяжелее их поднимать. Поэтому здесь важно очень, чтобы тренера это замечали и заставляли людей выпрямляться до конца или просто давали подсобные упражнения, которые заставляют, в тяжелой атлетике таких очень много, которые заставляют человека именно работать тазом и работать на то, чтобы выпрямлять его полностью. Это очень важно. И третье, друзья, и последнее, это когда у нас есть медленная работа тазом. То есть очень многим людям тяжело просто работать с взрывной силой. Они не могут работать тазом резко, они бедрами не умеют включать таз в работу быстро и резко, и из-за этого у них получаются все подъемы такие медленные. В общем-то, это не ошибка как таковая, просто это влечет за собой проблему в том, что, как вот и в прошлой ошибке приблизительно, это будет проблема в том, что вам будет тяжелее вытягивать штангу. То есть вы, может быть, достаточно сильны и дойдете до хороших весов, но все равно в каком-то моменте вы застрянете только потому, что у вас нет вот этой взрывной силы, и вы не в состоянии подкинуть штангу как можно высоко, а вы ее все время просто вытягиваете на силе. Но в какой-то момент сила заканчивается. Есть вес, который вы не в состоянии вытянуть, и если у вас нет этой взрывной силы, вы просто не сможете подорвать штангу выше, чем надо, и подсесть с нее для того, чтобы выполнить движение как нужно и вытащить этот вес. Поэтому это, в общем-то, не ошибка, но это просто затрудняет нашу работу. Поэтому также и для этого в тяжелой атлетике есть разные упражнения, которые заставляют работать. И вы, как тренера, если кто-то из вас тренер, а если нет, то обратитесь к тренеру, который вам с этим может помочь, должны работать над всякими подсобными упражнениями, которые заставят ваш таз работать быстрее, резче, и тогда у вас никаких не будет проблем для того, чтобы дальше расти в ваших весах. Итак, друзья, на этом сегодня все. Вот такое вышло видео у нас про работу нашего бедра. Следующее видео у нас будет, по-моему, про плечи. Так что не пропадайте. Как всегда, лайк, подписка. И обязательно увидимся с вами в следующих видео, народ. Пока!